в садик. И наша помощь, это профанация на самом деле, вся эта помощь. Потому что реально ее никто не получит. И об этом молчать мы здесь не можем. Нас для этого избрали, чтобы мы отставили интерес наших избирателей. И комментировать то, что мы здесь говорим, я считаю, что это на самом деле, Александр Алексеевич, недопустимо. Спасибо. Смотрите, как получается. Правительство разработало якобы пакет мер, хотя на самом деле это профанация, и предоставляет вот в этой части льготы 10 тысяч рублей 600 предпринимателям. То есть каждый из 600 предпринимателей сэкономит 10 тысяч рублей. При этом правительство Саратовской области планирует 6 миллионов рублей с этих предпринимателей, тем не менее, собрать. То есть цена вопроса всех вот этих вот, очень ограниченной прослойки населения всего лишь 12 миллионов рублей. Правительство собирает по патентам. Ну почему вы только 6-то прощаете? Простите, все 12. Ведь для правительства это же жалкие копейки. Это же просто, ни о чем разговор. Вы даже здесь жметесь, вы даже здесь каждую копейку к себе, зажимаете. Насколько же вы недальновидны, что сделайте по 1 рублю за этот патент. И вот пусть это всего лишь 600 предпринимателей малого бизнеса, но хотя бы эти 600 вам скажут спасибо, хоть в этой части. Вы же сами сможете на каждом углу кричать, что вы действительно, вот посмотрите, как радикально мы подходим. Вы даже здесь жметесь и вот эти 6 миллионов рублей зажимаете. Насколько же, вам стыдно, как вы с собой уживаетесь, а? Что вы в условиях чрезвычайного кризиса, вы хоть, здесь говорили косвенно, вы хоть понимаете, во что вам этот кризис потенциально выльется? Вы понимаете, что это испытание, которого ваша, бессовестная власть еще за 30 лет, почти 30 лет, не встречала? Падение покупательской способности, спроса на продукты, и товары, и услуги приведут к тому, что этот бизнес все равно закроется. Пусть не сегодня, пусть через несколько месяцев, пусть через год. Вы понимаете, что это приведет к кризису перепроизводства. И производство продуктов и товаров будет все равно остановлено, потому что склады этих предприятий будут забиты. И тогда эти предприятия все равно уволят своих сотрудников. Осталось считанные, можно сказать, часы до глобального коллапса. Когда люди, которых вы поставили в условиях выживания, выйдут на площадь, а там будем мы. Мы помним нашу историческую роль и спокойненько ждем своего часа. Здесь, в качестве конструктивного диалога, мы говорим вам о том, что нужно принять более серьезные меры. Или вас ждут очень серьезные последствия. Вы отказываетесь это делать, потому что вы показываете, что вы не можете управлять по-новому. Вы не готовы. Ваша природа не позволяет вам трезво посмотреть на ситуацию. И это все приведет к тому, что ваша гнилая власть рухнет достаточно скоро. И вызовет серьезные массовые, уличные протестные акции. И вы будете их организатором. Неважно, кто будет поднимать флаги или выступать с трибун к чему-либо призывать, вы будете истинными организаторами этого глобального, невероятного социального потрясения. И я, как коммунист, аплодирую вам. Вы просто семимильными шагами двигаете наше общество к качественному скачку, изменению общественных производственных отношений. Поэтому правительству спасибо за эти ничтожные, убогие поправки. Меры предусмотрены, и когда о них говорят как о мерах помощи, мне стыдно. Мне стыдно было слушать президента, которого вы сейчас предлагаете обелить. Мне стыдно было за свое население, когда перед ним сидит вот этот человек, и когда понимает, что завтра люди окажутся на улице, а он говорит им: держитесь, просто, надо помочь медикам, надо поблагодарить их. Хорошо, поблагодарили мы, дальше-то что? И вы хотите, чтобы мы этого президента сейчас каким-то образом уважали после того, что он выступил? И что он пообещал людям, которые от него ждали? Я 2 часа сидел без отрыва. Я потом, когда кончилось, думаю, и все? И мне потом шквал звонков, что, собственно? Когда президент скинул фактически все свои на губернаторов, все свои обязанности и полномочия, и всю свою ответственность на регионы, и не сказал, а сколько денег мы дадим регионам, что мы это все обеспечим, когда мы с вами здесь должны были собраться и первое, что сделать, обращение к федералам, что это необходимо обязательно деньги выделить. Нет, до сих пор это обращение лежит под сукном.
что необходимо выделить. Когда нам говорят о том, что нельзя давать, у нас нет денег для населения. Да вы поймите, эти деньги население сейчас понесет в первую очередь в магазины и потратит на предпринимателей. И первое, что должно было сделать соответствующее министерство, которое сейчас только что тут отчитывалось, это обратиться с тем, чтобы дать денег именно населению. Население само принесет, мы поможем и населению, и предпринимателям. И во всем мире именно на это рассчитано. Что со стабфондом? Сейчас наш стабфонд, вы говорите, нету денег, где возьмет регион деньги? Да у нас в стране огромное количество денег. Весь стабфонд сейчас кормит, к сожалению, кормит пенсионеров, которые сидят в самоизоляции в Соединенных Штатах Америки. А наших пенсионеров, у нас нет денег, вы просто держитесь. Когда мы говорим, первый транш 270 миллионов, вы хотите, чтобы предприниматели это как-то сподвигло? Чтобы они не увольняли людей, не отправляли их в отпуска насильно, чтобы предприниматели, не рискуя жизнью этих людей, не выводили их на работу? Вы хотите сказать, ну тогда вы хотя бы второй пакет озвучьте, чтобы люди хотя бы чуть-чуть услышали, а вам нечего реально озвучить. Потому что действительно, губернию просто, да и всех губернаторов, просто президент взял и подставил. Вся ответственность на регионах. А что регионы-то? Когда в одной Москве на светоизоляцию, иллюминацию новогоднюю больше, чем бюджет всего Саратова. За счет чего? Нет, мы сидим, молчим. И вот эта вот жалкая подачка, это гора родила мышь. 270 миллионов на 6 и всего 6 тысяч предпринимателей. Вы понимаете, какая это стыдобища? Вы понимаете, в каком отношении мы сейчас будем по отношению к гражданам? Поэтому я призываю, этот пакет озвучьте, если он у вас есть. Депутат Денисенко Станислав Владимирович, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, действительно, мы говорим сейчас о ужасных вещах, точнее, то, что нас ожидает в ближайшее время. Говорим про предпринимателей, мы говорим о людях, которые стоят за этим бизнесом, о простых гражданах, которые завтра не смогут сходить в магазин, накормить своих детей, да и обеспечить себя элементарными вещами. Вы знаете, вот люди сегодня, простые граждане, к сожалению, уже готовы работать за еду. И это то, к чему мы шли 25 лет. Это то, что нам каждый раз на каждых выборах обещают. Светлое будущее, поддержка бизнеса, которая сегодня нам предложена, это позор. Вот слово «позор» я в последнее время заметил, очень часто стал потреблять. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с мерами вводимыми или предлагаемыми, с теми или иными законопроектами, с теми или иными нарушениями, которые мы видим от власти, у меня возникает, и я говорю слово «позор», потому что такие меры, которые мы сегодня принимаем, они неадекватны происходящему, они не отражают полноту проблемы, которая есть. Вот кризис, который сегодня случился, он же действительно не первый раз, ни в мировой практике, ни в нашей стране. И очень странно, что не существует на полке папки, которую можно было достать, и в ней были прописаны все те меры, которые необходимо экстренно принимать для решения тех или иных вопросов. Конечно, с корректировкой на происходящую ситуацию. А у нас каждый раз как заново. Это как зима приходит неожиданно, так и кризисы приходят неожиданно. Они всегда были, есть и будут эти кризисы, так или иначе. А мы принимаем первый пакет, потом когда-нибудь примем второй пакет. А вообще нужен ли он третий пакет? И даже сейчас навыдавали пропусков столько, что непонятно. Наказываем только парикмахеров и спортзалы, а все остальные работают. Но только работают в холодных цехах за половину зарплаты, а то и вообще за 1/3. А мы говорим о мерах поддержки, которые, возможно, будут в каких-то там иных пакетах. Такое отношение власти к собственному населению недопустимо. Такая поддержка малозначительна. Мы, конечно, даже такие вещи, которые сегодня предлагаются, поддержим, проголосуем за, но все же нам каждый раз заявляют о том, что у нас социальное государство, а социальности в нем нету. Каждый сам за себя, как жизнь показывает. Поэтому позор тому, что происходит, тому, как сегодня
и федеральная власть реагирует на... Депутат Артемов Павел Александрович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодняшний законопроект мы рассматриваем как в очень серьезной обстановке. Но, конечно, Станислав Владимирович, Александр Юрьевич, не совсем понятно. 1,5 недели у нас выходные, объявленные президентом, и уже такие вы страсти наговорили, что и есть нечего, и еще некоторые моменты. И я считаю, что у нас